Привет, меня зовут Сергей, и сегодня мы с вами будем готовить суши. Но, так как мой канал посвящен плетению, то готовить суши мы с вами, конечно же, будем не из риса, а из резинок Rainbow Loom. И у нас получится в результате вот такая суши. Ну что ж, поехали! Приготовьте ваш станок, центральный его ряд снимите, нам понадобятся лишь два крайних ряда. Открытые стороны столбиков ближнего ряда должны смотреть вправо, а открытые стороны столбиков дальнего ряда должны смотреть влево. И приготовьте резинки тех цветов, которые вы будете использовать. Для капусты, в которую заворачивается суши, я буду использовать черный цвет, а для риса буду использовать белый цвет. Еще буду использовать резинки ярких цветов для имитации начинки. Плести суши мы с вами будем с верхней ее части. Как вы знаете, сверху у суши видна начинка. И поэтому мы сейчас и займемся созданием начинки. Для имитации авокадо я буду использовать резинки салатового цвета. Для имитации икры оранжевый цвет, а для имитации красной рыбы я буду использовать резинки красного цвета. Итак, делаем следующее. Берем две, например, зеленых сначала резинки. Одну из них готовим и накручиваем на крючок 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Дальше берем еще одну зеленую резинку, скручиваем ее на пальцах в 2 оборота, накидываем на кончик крючка и 4 оборотика, которые мы только что приготовили, скидываем вот на эту скрученную вдвое резинку. Вторую часть возвращаем обратно на крючок. Эту заготовку нам нужно накинуть на второй столбик ближнего к нам ряда. Натягиваем все петельки, которые у нас на крючке находятся, и накидываем вот сюда. Плести суши мы с вами будем на 8 столбиках, 4 здесь и 4 здесь. Начинка у нас будет располагаться по центру, то есть вот на этих 4 столбиках. Поэтому я и накинул резинку с начинкой, с авокадо, как бы, на второй столбик. Теперь берем резинки другого яркого цвета, пусть они у нас заменяют икру, и делаем точно так же. Накручиваем 4 оборота на крючок, берем вторую резинку, скручиваем вдвое, накидываем на кончик крючка и все 4 оборотика скидываем примерно на центр этой заготовочки. Вторую часть возвращаем на крючок. Эту заготовку мы накидываем вот на этот следующий столбик. Если у вас есть резинки пупырчатые, то ими очень хорошо будет имитировать начинку для суши. Вот здесь, если мы вместо обычных резинок будем использовать пупырчатые, то у нас будет очень похоже как раз на настоящую икру. Берем теперь красные резинки, тоже накручиваем одну 4 оборота на крючок, вторую берем, скручиваем в 2 оборота, накидываем на кончик крючка и вот эти 4 оборотика скидываем. Это у нас будет кусочек красной рыбы, и нам этот кусочек нужно накинуть на противоположные столбики, противоположные тем, на которые мы сейчас накидывали резиночки. И сюда еще сейчас нам нужно сделать, допустим, еще 2 резинки, еще там кусочек авокадо в суши будет. Точно так же накручиваем 4 оборота, здесь в 2 оборотика на пальцах, накидываем и вот эти 4 оборотика возвращаем. Накидываем на 3-й столбик дальнего ряда. Обязательно обращайте внимание на то, чтобы все петельки были накинуты. Начинка у нас в центре есть, а вот на эти крайние столбики нам нужно накинуть тем же способом резинки белого цвета. И это у нас будет рис, который будет находиться по краям суши. Точно так же накручиваем 4 оборота, скручиваем одну резиночку вдвое, накидываем на кончик крючка, скидываем вот эту часть к центру, возвращаем на крючок. Я сейчас довольно быстро уже рассказываю, как делать такую заготовку. Думаю, что вы поняли хорошо. И поэтому уже медленно и не останавливаюсь на создании вот таких заготовочек. Еще такие же белые заготовки нам нужно накинуть вот на этот столбик,
на 4-й столбик дальнего ряда и на 4-й столбик ближнего ряда. И это я сейчас сделаю. Замечательно. На всех 8 столбиках у нас есть резинки. Теперь берем резинки белого цвета и накидываем 2 штучки. Накидываем с первого столбика дальнего ряда на 2-й столбик ближнего к нам ряда. При накидывании поворачиваем эти резинки 8-кой, и по центру у нас получается перекрестие. Затем берем еще 2 резинки и делаем перекрестие вот на этих столбиках. Накидываем вот сюда, на первый столбик ближнего ряда, но обратите внимание на то, чтобы эта пара резинок у нас проходила внутри вот этих резиночек. Поэтому мы должны между этими 2 резинками провести крючок, захватить вот эту пару и накинуть на 2-й столбик дальнего ряда. При накидывании тоже поворачиваем 8-кой. Готово. Теперь посмотрите, что нам нужно сделать. Берем вот эти заготовочки рисинок и скидываем с дальнего столбика, скидываем вот с этого столбика аккуратненько, чтобы у нас не слетели резинки, которые по диагонали идут. Вот этот кусочек авокадо зеленого цвета снимаем отсюда и к центру размещаем. И кусочек форели снимаем отсюда и ближе вот сюда к центру накидываем. И это у нас такая начиночка получается. Белые резинки опускаем ниже. И сейчас на 2 столбики нам нужно накинуть еще по одной вот такой заготовочке для начинки. Я буду использовать красный и желтый цвет. Как обычно, скручиваем 1, 2, 3, 4. Желтую берем, накидываем на кончик крючка. Возвращаем вот эти оборотики к центру. И накидываем сейчас на 2-й столбик ближнего ряда. Делаем еще одну такую же заготовочку и накидываем на 2-й столбик дальнего ряда. Вновь возвращаемся к резинкам белого цвета. И сейчас нам нужно сделать вот такое перекрестие, которое мы сделали здесь, вот на следующих столбиках. Берем, накидываем на 2-й столбик, перекручиваем 8-кой и накидываем на 3-й столбик. Еще одну пару резинок берем, накидываем на 2-й столбик ближнего ряда, придерживаем пальцем, проводим крючок между вот этими резинками диагональными, захватываем эту пару, проводим внутри и перекручиваем с помощью крючка, накидывая 8-кой. И теперь, точно так же, как делали чуть раньше, снимаем вот эти заготовочки и размещаем их примерно на центре резинок белого цвета. 3 и последняя 4-я. У нас получится очень яркая суши с начинкой разных цветов. Далее, вот на эти 2 столбика теперь нам нужно еще по такой заготовочке накинуть. Либо яркие цвета можете использовать, либо белый. Например, если вы хотите, чтобы начинка у вас только тут была, а здесь уже белые резинки, рис, то можно сюда белые накинуть. Но я сделаю, чтобы было поярче, поэтому возьму желтую. Желтая скручиваем. И опять нам понадобятся белые резинки. По 2 штучки берем и последнее перекрестие делаем. Здесь перекрестие и еще 2 белых резинки накидываем на 3-й столбик ближнего ряда, проводим крючок вот здесь и на столбик 4-й дальнего ряда. И как обычно скидываем заготовочки начинки примерно на центр вот этих резиночек, которые накинуты крестиком. Готово. Теперь по вот этому
прямоугольнику по его периметру мы накидываем по паре белых резинок. То есть берем 2 штучки резинки, накидываем вот здесь. На следующую пару столбиков накидываем еще 2. На следующую пару еще 2. И так далее, пока не замкнем этот прямоугольник вот здесь, на том же столбике, с которого и начали накидывание. Берем крючок, обращаем внимание на боковую сторону столбиков. Мы видим резинки нижнего ряда и видим резинки верхнего ряда. С каждого столбика нам нужно захватить резинки нижнего ряда и с внешней стороны скинуть их внутрь этого прямоугольника. Раз, два. Здесь тоже захватываем и вот сюда скидываем внутрь, на этом столбике внутрь. Чтобы было проще делать эту операцию на дальних столбиках, мы просто повернем станок другой стороной, и тогда нам будет гораздо удобнее захватывать резинки нижнего ряда и тоже их скидывать с внешней стороны вот так внутрь. Готово! Теперь нам понадобятся резинки черного цвета. Разворачиваем станок обычной стороной, берем 2 черных резинки и посмотрите, что делаем. Накидываем их вот на эту пару столбиков. Далее с помощью крючка захватываем 2 резинки нижнего ряда с дальнего столбика и скидываем их на центр вот этой черной резинки. Берем еще пару черных резинок, накидываем их на следующую пару столбиков. Наверное, проще развернуть станок вот так. И здесь теперь захватываем нижние все резинки белого цвета нижнего ряда и с внешней стороны скидываем их, чтобы они расположились между вот этими столбиками и располагались на черных резинках. Теперь еще одну пару черных резинок берем, накидываем вот сюда, захватываем белые, натягиваем, снимаем и накидываем на черную пару резинок. Снова берем 2 черных, накидываем уже дальше. Здесь захватываем все белые, снимаем их и к центру скидываем. Берем еще 2. Вот сюда. Захватываем белые, накидываем их на черные. Еще. Следующая пара. И последняя пара. Но здесь будет немножко сложнее, потому что нам будут мешать вот эти резинки. Черные. Нам их нужно временно с этого столбика снять. Я захватываю черные резинки, придерживаю их временно пальцем. Беру пару черных резинок, накидываю их на последнюю вот эту пару столбиков. Снимаю белые, располагая их на черной паре. И теперь возвращаю на столбик ту резинку, которую я только что снял и придерживаю пальцем. Все. Теперь у нас на столбиках нет белых резинок, а мы их все с вами скинули так, чтобы они лежали на черных резиночках. Опускаем резинки все максимально вниз. Это у нас с вами был сейчас первый ряд черных резинок. Сейчас нам нужно накинуть второй ряд черных резинок просто по кругу. Накидываем пару раз, далее накидываем пару 2, следующую пару 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Снимаем с внешней стороны внутрь прямоугольника 4 резинки нижнего ряда. Захватываем на каждом столбике и вот так натянув, скидываем внутрь. Раз. Здесь тоже. 2, 3, 4. Разворачиваем станок, чтобы было более удобно. 5, 6,
7 и 8. Вот со всех столбиков сняли. 2 черных ряда мы сделали. И теперь точно так же накиньте и снимите предыдущий еще 5 черных рядов. Всего получится 7 черных. В процессе их создания вы немножко пальцем нажимаете на нижнюю часть нашей будущей суши, и она должна выходить вверх. Итак, еще 5 черных рядов я сделал. В процессе создания суши я нажимал пальцем с другой стороны, и суши у меня постепенно вылезала, и вот вылезла до такой ширины, до такой длины. В общем-то, плетение все завершено, и теперь единственное, что нам осталось, это снять вот эту суши со станка. Но снимать мы будем не просто так, снимая все резинки со столбиков, а мы как бы накинем все резиночки со столбиков на 3 резинки черных. Приготовьте 3 черных резинки, и из них мы сейчас с вами сделаем ниточку. Берем 2 сначала резиночки, пересекаем их вот так. Одну резинку правую немножко загибаем и захватываем внутри нее резиночку, ее же саму. И вот затягиваем. Получилась у нас по центру петелька, которая соединяет 2 этих резинки. Затем возьмем еще одну резинку, тоже сделаем пересечение, загнем вот эту часть и внутри захватим эту же резиночку и натянем. У нас получилась вот такая ниточка. Теперь давайте смотреть, что с ней сейчас нужно сделать. Прежде всего, ее нам нужно протащить внутри всех резинок, которые находятся вот на этом столбике. Я делаю это так. Провожу крючок сквозь все резинки, которые находятся вот на этом столбике. Захватываю эту резинку и пропускаю сверху, внутри. Придерживаю и эту часть резинки, и другую, более длинную часть. Снимаю 4 резинки со столбика, и они у меня как раз держатся вот на этой ниточке. Одну часть этой нитки накидываю на столбик, с которого сейчас сняли 4 штучки. Держим за другой конец этой черной длинной ниточки, и сейчас нам нужно ее накинуть на следующую, точнее продеть ее сквозь следующие резинки. Делаем это так. Заводим крючок в следующий столбик, сквозь все резинки, захватываем черную, проводим внутри и вытаскиваем сверху. Придерживаем пальцем и снимаем со столбика 4 резинки. Все, они у нас теперь вот на этой ниточке. Поступаем точно так же с еще одним столбиком. Внутри просовываем крючок, накидываем эту ниточку, протаскиваем внутри, сверху и снимаем со столбика эти 4 резинки. Дальше. К следующему столбику переходим. Продеваем. Захватываем резиночку. Внутри выводим. И снимаем вот эти 4 со станка. Здесь раз. Захватываем 2. Вытаскиваем 3. И снимаем со столбиков 4. Дальше к следующему ряду переходим. Здесь все, в общем-то, точно так же. Проводим крючком, захватываем, вытаскиваем сверху и снимаем. И получается, что по сути мы все резинки, которые у нас находятся и находились на столбиках, скидываем вот на эту тройку резинок, которые у нас сделаны в ниточку. Еще один. И, наконец, последние 4 резинки. Снимаем их со столбиков. У нас остался один конец этой ниточки на пальце, а другой конец на столбике. И вот эта резинка идет как бы вокруг. Придерживаем крючком то, что у нас сейчас находится на столбике, и снимаем со станка. У нас получилось 2 конца нитки. Их нам нужно просто завязать, как обычную веревку, в несколько узелков. Берем 2 части. Завязываем один узелок самым обычным способом, как вы умеете, как вы шнурки завязываете, как что-то еще другое. Теперь, чтобы эта нитка не распустилась
еще разочек делаем узелок. Можно третий узелок сделать. Лишним не будет. Не очень просто делать узелок из резинок, которые хотят ускользнуть из пальцев и постоянно убежать. Вот сделал я 3 узелка, если хотите, можете сделать 4 и больше. Чтобы вот эти резинки не торчали, мы их с вами вплетем внутрь. Для этого продеваем крючок где-нибудь сверху и вытаскиваем его в нижней части нашей суши. Накидываем на крючок 2 этих петельки и внутрь их вот туда вплетаем. Можно слегка сверху вытащить. Все, они у нас не видны. И единственное, что нам осталось сейчас сделать, это придать этой суши форму. Для этого мы нижнюю часть немножко вот так внутрь засовываем. И верхнюю часть, надавливая на нее сверху, тоже ее чуть-чуть внутрь просовываем, чтобы суши приобрело более кругленькую форму. Вот, в общем-то, и все. Наша суши готова. Попробуйте поэкспериментировать с различными цветами, и тогда у вас получатся даже не суши, а очень похожие на пирожные штучки. Я надеюсь, вам понравился этот урок. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.